Но органы опеки очевидностями не руководствуются. Мне кажется, это настолько вообще бредовая ситуация, что ее нематерными, спокойными словами объяснить практически невозможно. Это ему никак не добавляет ценности в 2021 году. Он устарел с содержательной точки зрения. Здравствуйте, сегодня у нас 9 июля 2021 года. Я хотел бы начать записывать новые комментарии свои, больше, наверное, рассуждения, чем лекция для нормальных, обыкновенных людей, которые сталкиваются с неприятными делами по поводу места жительства ребенка и вообще с семейными, детскими, семейными спорами. Ролики, посвященные именно семейным отношениям. И сегодня я хотел бы пообщаться на такую тему, как определение места жительства ребенка в рамках российского законодательства, когда применимым правом является именно российский закон. Потому что нюансов, с которыми мы сталкиваемся, их очень много. И хочется дать максимально большое, широкое представление о том, с какими случайностями, эксцессами, отдельными ситуациями вы можете столкнуться, если вдруг начнете заниматься, участвовать в делах по месту жительства детей. Я надеюсь, вы сегодня послушаете хороший комментарий. Надеюсь, вы подпишетесь на мой канал. Надеюсь, вы будете задавать там вопросы, оставлять свои пожелания по этой теме или по темам, которые вы хотите от меня услышать в будущем. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Ну и, собственно говоря, общайтесь со мной напрямую, как в соцсетях, так и через наш сайт. На сегодняшний момент это тема, которую я начну раскрывать в целом курсе своих комментариев, наиболее для меня животрепещущая. И на сегодняшний момент это место приложения моей энергии, моих мыслей как юриста. Это вопросы семейного права России и это вопросы международного частного права, также касающиеся семейных отношений. Чем больше я погружаюсь в эту тему, тем больше я могу сказать, что юристы в России этой темой, так сказать, не злоупотребляют. Потому что то законодательное регулирование и то количество научных работ, которое посвящено семейному праву, оно оставляет желать лучшего. Посмотрим на Семейный кодекс России и удивимся, что, по сути, это постсоветский Семейный кодекс. Ему кто-то поет дифирамбы, потому что, как так? Он тот самый кодекс, который вообще приняла новая Россия. И он, конечно, лучше, он стал практически каноническим для других постсоветских государств. Однако это ему никак не добавляет ценности в 2021 году. Конечно, он устарел морально, он устарел с содержательной точки зрения, потому что общественные отношения, которые существуют спустя 30 лет после развала Советского Союза, совсем другие. Представления об этом другие. Поколение смотрит на ячейку общества, семью, брак совсем по-другому. Технологии, влияющие на семейную жизнь, совсем другие. Поэтому, конечно, сам по себе Семейный кодекс, он чрезвычайно устарел. Исследования научные, которые касаются семейного права России, их по сравнению с другими отраслями права очень тоже немного. Мы не можем назвать много молодых специалистов в этой сфере. Мы знаем цивилистов, банкротчиков, договорников, мы знаем специалистов в области наследственного права, но мы почти ничего не знаем о специалистах в области семейного права, где они, где эти курсы, лекции, повышение квалификаций, учебники, монографии. Это фактически ничего нет. И, конечно,
в итоге страдают граждане России, страдают иностранцы, которые имеют семьи в России, потому что адекватного, хотя бы просто понятного правового регулирования в России нынешних семейных, брачных отношений, детско-родительских отношений, их, по моему мнению личному, их нет. Они невероятно устарели. Я не претендую конечно, на финальность своих суждений и их высоконаучность, но в любом случае все те вопросы, они будут посвящены тем сложным, проблемным моментам, с которыми мы сталкиваемся в повседневной юридической, судебной, ну и, конечно, внесудебной деятельности, как защитники, как представители, на которые ответы отсутствуют как у нас, точные, четкие, понятные, так и у представителей уже государственных, муниципальных органов власти, собственно говоря, у судов. И каждый решает так, как решает. Поэтому вот в данном случае хочу просто поделиться теми мыслями о болях, с которыми мы сталкиваемся, когда ведем семейные дела, а таких очень много сейчас дел у нас в нашем производстве. И первую тему, которую я хочу затронуть, эта тема касается на сегодняшний момент, наверное, прежде всего, места жительства детей. Здесь с чего хотелось бы начать? Прежде всего, в России термин «место жительства детей» абсолютно не соответствует тому, что мы, россияне, имеем в виду. Это настолько, мне кажется, глупая, я бы даже сказал, идиотская ситуация, когда любой человек, владеющий русским языком, услышав вопрос о том, что такое место жительства детей, объясните это какими-то другими словами, наверное, ответил бы нам, юристам, судьям, что речь ведется, наверное, о каком-то доме, квартире, в конце концов, я не знаю, там, помещении на каком-то земельном участке, землянке. Ну, в общем, что-то, что относится к категории места, где можно пожить. Будь то, я не знаю, отель, хостел, квартира, замок, дворец и так далее. Однако в нашем российском законодательстве то, что написано и отождествляется со словом, с термином место жительства ребенка, никак не является тем, о чем говорят суды. Суды в своих решениях устанавливают под словом место жительства ребенка на самом деле фактически то, с кем будет жить ребенок. То есть вместо ответа на вопрос «где» суды дают ответ на вопрос «с кем». Мне кажется, это настолько вообще бредовая ситуация, что ее нематерными, спокойными словами объяснить в особо сложные моменты ведения дел клиентов практически невозможно. Мы настолько свыклись, практикующие юристы, с тем, что абсолютно подменяются понятия, абсолютно нарушаются нормы русского языка, что перестаем это замечать. Ну вот так вот принято, что вместо слова «где» получаем ответ «с кем». Ну окей, вот мы смирились. Однако, когда мы начинаем каждый раз вести такие дела с россиянами, которые не касались никогда семейного права, или когда мы начинаем вести дела, тем паче с иностранцами, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что объяснить это никак невозможно. И нужно потратить невероятное количество усилий юристов, переводчиков, чтобы не то что перевести, а как бы убедить иностранцев в том, что мы тут ничего не напутали, что переводчик-юрист в своем уме, в своей памяти и,
собственно говоря, корректно объясняет своему клиенту юридическую ситуацию. Нужно долго и много это доказывать, объясняя абсолютно не совпадающие со словами действительность. Когда мы, как практикующие юристы, добиваемся нужного эффекта, то есть объяснили в значении в России термина «место жительства ребенка», это на самом деле ничего не приводит к решению всех задач, стоящих перед нами. Почему? Потому что когда ведется речь про то, с кем будет жить ребенок, то есть вроде бы к этому, да, все сводилось, вся судебная практика сейчас сведена под местом жительства ребенка, то дальше возникают задачи второго, не менее значимого плана. Дело все в том, что суды, разбираясь с тем, с кем будет жить ребенок, имея в виду место жительства, все равно изучают место жительства. То есть заказываются, точнее, ну как заказываются, не заказываются, конечно, да, это пока не муниципальная услуга, которую можно заказать через МФЦ. Суд направляет автоматически практически, то есть без участия сторон, судебный запрос об проведении изучения и актирования жилищно-бытовых условий, в которых проживает ребенок. Ну, устоявшаяся фраза акт ЖБУ, акт акт жилищно-бытовых условий. И органы опеки, предупреждая участников судебного дела о том, что они намерены изучить жилищно-бытовые условия, являются в жилье, где проживает ребенок, а также в жилье, где потенциально он может жить, то есть ко второму родителю. И, собственно говоря, этот акт жилищно-бытовых условий составляется. Подход к составлению акта жилищно-бытовых условий крайне формальный. Как правило, связано это с тем, что имеется ли собственное место для сна у ребенка, имеется ли собственное место для работы у ребенка, то есть, как правило, это там подразумевается это рабочий стол, какая-то рабочая поверхность, игровая поверхность. Имеются ли игрушки, книжки, другие обучающие инструменты для ребенка в соответствии с возрастом, то есть компьютер, планшет, телевизор. Вот. Имеются ли необходимые санитарно-гигиенические условия, то есть туалет, ванна, душ, кухня и так далее. Имеется ли достаточное количество продуктов питания, запасенных, готовых к немедленному потреблению. Собственно говоря, поддерживается ли порядок на соответствующей территории. Ну и, собственно говоря, описание в целом помещения. То есть сколько комнат, сколько этажей, из чего состоит это помещение, кто в нем проживает и так далее. То есть на самом деле все равно исследуется помещение. Но формально. То есть достаточно, можно вот здесь указать следующее, что особых требований к составлению акта жилищно-бытовых условий действующее законодательство фактически не предусматривает. И от региона к региону требования очень разные. Где-то может являться приемлемым, что это будет туалет и все удобства на улице, а где-то, собственно говоря, будет подчеркиваться, что это именно в доме, это очень хорошо. То есть на самом деле здесь все в лес и по дрова. Все регионы абсолютно по-разному видят составление акта жилищно-бытовых условий. При этом в самом акте жилищно-бытовых условий указывается еще и на иного рода обстоятельства, которые, в принципе, к исследованию жилищно-бытовых условий не имеют никакого отношения. Речь ведется о том, что при таком посещении органов опеки жилья, где находится ребенок, как правило, работники, представители органов опеки, социальных служб еще производят беседы как с несовершеннолетними, так и, собственно говоря, с членами семьи или с проживающими совместно с ребенком. И можно сказать, что часто перечень этих вопросов, так же как и полнота фиксации ответов детей, то есть, например, какое-то протоколирование вопросов-ответов или фиксация на видеозапись вопросов-ответов, нигде не предусмотрено как требование. Каждый раз этот вопрос оставляется на усмотрение органов опеки. И из этого
можно сказать, могут возникнуть дополнительные проблемы. Последний живой пример буквально был несколько дней тому назад. Мы общались с органами опеки Долматовский район Курганской области, когда мы знакомимся с актом обследования жилищно-бытовых условий, и в пунктах этого акта мы видим, что у органов опеки нет никаких подозрений на некое насилие над детьми, нет никаких подозрений на какие-либо отклонения у лиц, живущих с детьми. Отражается везде ответ «нет, нет, нет» со стороны органов опеки. А в устном режиме инспектор нам рассказывает о том, что такие подозрения у него возникли. Потому что при ней, значит, мама детей начинает командовать детьми, как они должны себя вести, где они должны стоять, что нужно взять игрушку в руки, присесть на диванчик и сфотографироваться. Значит, дедушка детей, который начинает говорить напрямую органам опеки, что мама детей нынче является членом секты, так вот этот дедушка удаляется из жилого помещения бабушкой, выталкивается буквально, и при этом квартира вся занавешена, сейчас, можно так сказать, заставлена, завешена иконами, календарями и всей православной атрибутикой, а дети ходят в платочках, длинных юбках и, в общем, на самом деле не самыми контактными являются, не говорят вообще в принципе по-русски, а говорят только по-французски. Так вот, этого всего в акте обследования жилищно-бытовых условий отражено инспектором не было. Как это понимать? Во-первых, относится ли подобного рода опрос детей и членов той семьи, с которыми они сейчас проживают, в принципе, к обследованию жилищно-бытовых условий или нет? Какое значение имеет тогда акт обследования жилищно-бытовых условий к ситуации беседы прямой с ребенком? Есть ли какой-то протокол, то есть перечень вопросов или требования к фиксации таких ответов со стороны детей и членов семьи в таком акте обследования жилищно-бытовых условий? Какова ответственность за неполноту такого протокола или такого акта обследования? Вот сейчас ответов на эти вопросы нет. То есть, по сути, это сборная солянка. Тут тебе и про жилье, и про членов семьи, и какой-то уже, знаете, психологический опрос детей. Все сразу, все в кучу. Делает ли такой опрос вообще специалист? Психолог или педагог? Или это просто нанятый, являющийся юристом по образованию работник органов опеки? Мы не знаем. То есть требований нет никаких. А такой документ, акт обследования жилищно-бытовых условий, он прямо всегда принципиально, во-первых, истребуется судами, и потом уж формально, неформально, но описывается в судебном решении. То есть это один из важнейших документов. Но требований к ним нет никаких. Это какой-то очень свободный документ, который ничем не урегулирован. Но возвратимся к теме, о которой мы начали говорить, то есть к определению места жительства детей. И мы понимаем, что в этом случае отсутствие протокола, такого описывающего, методологию, описывающую составление акта жилищно-бытовых условий, оно может быть сыграть против каждого из претендентов на место проживания с детьми, как против папы, так и против мамы. Потому что мы понимаем, что неполнота описаний, она порождает сложности в доказывании. Неполнота описаний порождает проблемы опровержения определенных юридических фактов, изложенных в акте. И, соответственно, это порождает вообще, в принципе, недоверие к качеству, к глубине работы органов опеки. Поэтому в данном случае нужно понимать, что работа с органами опеки – это на сегодняшний момент крайне неформализованная процедура, очень свободная, оставляющая усмотрение чиновнику очень большое. Это коррупциогенная, безусловно, составляющая, я могу это говорить с полной ответственностью, потому что многие родители, они, особенно в крупных городах, они пытаются созвониться, выйти, как они говорят, на конкретного инспектора, руководителя инспектора, чтобы как-то порешать свои вопросы. Я категорически возражаю, не интересуюсь и не собираюсь никогда интересоваться тем, как такого рода действия могут кем-то совершаться, но об этом говорят.
И мы понимаем, что отсутствие формализации, отсутствие детальности описания подобного рода процедуры, как акт обследования жилищно-бытовых условий, акт осмотра или протокол собеседования органов опеки с детьми и с членами их семьи, он порождает, безусловно, очень широкое поле для рассмотрения и автоматически коррупцию, потенциальную коррупцию. Поэтому нужно быть готовым к тому, что если к вам, к маме или к папе собираются идти органы опеки, то вообще держатся все ушки на макушке. И по большому счету, вообще-то, хотелось бы, чтобы присутствовали все заинтересованные лица в обследовании этих жилищно-бытовых условий. Потому что раз уж речь ведется о судебном процессе, то, наверное, замечания к порядку оформления такого акта, замечания к тому, где живет ребенок, замечания к тому, какие вопросы ставились перед ребенком, ответы, которые давались ребенком, и то, что было отражено в акте, тоже, наверное, могут такие замечания приносить стороны судебного дела для полноценности составления данного акта. В любом случае нужно быть готовым. Что еще хотелось бы здесь отразить? На самом деле беседа органов опеки с детьми в месте жительства, где, собственно говоря, проживает ребенок и члены его семьи, они, конечно, эти протоколы, акты, они существуют во многих законодательствах, там, где, собственно говоря, существуют сами органы опеки, социальные службы, там, где существует ювенальная юстиция. И поэтому мы можем все-таки находить те хорошие решения, которые существуют в других законодательствах, чтобы их заимствовать и имплементировать в наше правоприменение, в наш закон, потому что без этого нам будет трудно продвигаться и формулировать все более повышающиеся качественные требования к органам опеки и к их полномочиям, которые, к сожалению, отрываются от их обязанностей, от качества их работы. Здесь, наверное, стоит отметить следующее. Например, органы опеки могут провести собеседование с детьми в присутствии значимого взрослого, с мамой или с папой. И мы понимаем, что если существует ситуация психологического подавления, уже даже не давления, будем говорить, а психологического подавления со стороны этого значимого взрослого, когда ребенок ищет глазами одобрение своих ответов, одобрение своих действий, мимики, жестикуляции, движений у этого значимого взрослого, то это не должно ли привести к тому, что собеседование с детьми должно проводиться вообще в отсутствии значимого взрослого, но в присутствии известного для ребенка педагога или психолога? Конечно, да. Потому что очевидно, когда ребенок утрачивает связь со вторым родителем, и в течение длительного времени она отсутствует, эта связь, когда есть основания полагать, исходя из просто голословных утверждений второго родителя, что первый родитель, с которым проживает ребенок, оказывает серьезное психологическое воздействие на ребенка, то, конечно, в этом случае абсолютно очевидным становится, что собеседование с ребенком должно производиться в отсутствии как раз-таки этого первого значимого взрослого, обвиняемого, по сути, в подавлении ребенка, в психологическом насилии. Вот этого всего у нас нигде нет. Это кажется очевидным для психологов, это кажется очевидным для юристов, но органы опеки очевидностями не руководствуются, а абсолютно свободны в том, как подобного рода собеседования могут быть устроены. И неполнота подобного рода исследований, отражаемых в акте обследования жилищно-бытовых условий, собственно говоря, являются в последующем большими проблемами для каждого из участников такого судебного дела. Ведь задача судебного дела состоит не в том, с кем будет жить ребенок, а задача состоит в том, как сделать суду так, чтобы ребенку было безопасно, чтобы ребенок мог гармонично развиваться, чтобы ребенок мог жить с адекватными членами семьи. А членам семьи, поскольку они всегда, в любом случае, вне зависимости от решения суда, будут значимыми для ребенка, мочь откорректировать, даже, может быть, даже помочь принудительно в корректировке
свое поведение по отношению к ребенку ради того, чтобы ребенку стало безопасно, хорошо, интересно жить, развиваться. Вот, к сожалению, понимание этих задач, стоящих перед органами опеки, прежде всего, и уж потом в последующем судам, прокуратурам, отсутствие понимания таких задач приводит к тому, что обследования жилищно-бытовых условий, они являются крайне формальными и не направлены на то, чтобы увидеть действительную, актуальную картину проживания ребенка. Направлена прежде всего на выявление буквально каких-то очень упрощенных, буквально, я не знаю, супер формальных каких-то точек, минимального количества пунктов, по которым можно сказать, что есть игрушки и книжки, значит ребенку здесь хорошо. Мы же понимаем, что это совсем давно не так. И вот, к сожалению, эту ситуацию нужно менять. Возвращаясь снова к теме определения места жительства ребенка, нужно здесь сказать, что в последующем, после того, как составляется этот акт обследования жилищно-бытовых условий в отношении каждого из родителей, дальнейшее движение всякого дела, связанного с местом жительства ребенка, происходит уже дальше в тех голословных, изучении тех голословных утверждений, которые прежде всего содержатся в исковых требованиях и в возражениях на иск. То есть, по большому счету, мы понимаем, что чаще всего все семейные дела, они страдают отсутствием доказательств. В принципе, снабжаются при первоначальном изучении судом вопроса, при подаче иска в суд, снабжаются минимальным набором доказательств. Почему? Потому что, так не принято у нас, хотя ситуация меняется, я не спорю, так не принято у нас, чтобы бытовую жизнь семьи с ее скандалами, радостями, страхами, событиями негативными, позитивными, чтобы кто-то постоянно систематически фиксировал. Видео, аудио, фото, какие-то элементарные документы. Например, папа побил маму, и мама пошла написала какое-то заявление в полицию, получила талончик КУСП, потеряла его, а полиция потеряла заявление. И никто этим из семьи, прежде всего мама, не обеспокоилась, не восстановила, не довела до конца этот вопрос. А вот знаете, как-то, так получилось. Вот по сути случилось некое примирение. Благодаря бездействию полиции случилось примирение. То есть вот никто не дал ход такого рода проверки. И все, и нет доказательств. Рассказы потом рассказываются об этом в судах, а документов об этом нет никаких. Нет ни направлений на судмедэкспертизу со стороны дознавателей, оперативников, ни результатов этой экспертизы, ни какого-либо приговора или штрафа. Нет ничего. То есть отсутствуют доказательства. Поэтому, когда мы понимаем, что все семейные дела в силу миролюбивости, желания членов семьи исподволь, сквозь все преграды, но сохранить семью, сохранить в ней хрупкий мир, приводит к тому, что доказательства не собираются и не хранятся, никто не хочет воевать и расставаться ради каких-то целей, то первое, с чем мы начинаем работать, это, по сути, с попытки сначала вообще выяснить в устном режиме, а какие же были вообще события в семье, которые могут быть предметом изучения психологов, иногда психиатров, суда, прокуратуры, органов опеки для цели определения вообще обстоятельств, которые могут повлиять на то, с кем будет жить ребенок. То, с кем будет жить ребенок. Подчеркиваю, опять снова к вопросу о месте жительства. И поэтому в исковых заявлениях и в возражениях на иск первоначально мы видим, конечно, прежде всего просто голословные утверждения. Однако они подлежат доказыванию, как базовое правило процесса. Подлежит доказыванию все твои утверждения. И вот когда мы уходим уже в доказывание, то необходимо, безусловно, здесь просить, начиная с первого же судебного заседания, с подготовительного судебного заседания, о максимальной помощи суда в сборе недостающих доказательств.
Что это может быть? Медицинская документация о болезнях, диагнозах, назначенном лечении кому-то. Пожалуйста, суд направит судебный запрос. Даже неважно, пытались ли вы собрать такого рода документы до начала дела или не пытались, просто потому что все, что касается здоровья психического, физического, это персональные данные, это врачебная тайна. Поэтому 99%, что у вас такой информации в принципе законным образом быть не могло, кроме как если вы взяли с полки карточку этого человека, потому что вы с ним жили когда-то и себе эту карточку по сути присвоили. Вот. А в нормальных законных случаях этого в принципе не должно было быть. И поэтому суды, конечно, такие ходатайства удовлетворяют, и медицинская документация отовсюду, где вы можете знать, что она есть, она будет истребована. Далее подлежит выяснению вообще круг организаций, которые коснулись личности членов семьи, с которым ребенок может быть остаться. И здесь мы понимаем, что нужно истребовать любой характеризующий материал. По месту работы, по месту службы, по месту воинской службы, по месту жительства, по месту предыдущих работ, по месту отдыха, по месту нахождения садовых, дачных и других каких-то товариществ, по месту, я не знаю, спортивных занятий, игр спортивных. То есть неважно кто и где, если гражданин, гражданка вступают в какие-либо общественные связи, систематичные, из которых не заинтересованные лица не столько делают выводы, сколько могут рассказать о фактах, которые могут быть оценены уже дальше психологами, физиологами, юристами, то, конечно, необходимо эту информацию собирать, восстанавливать ее. И здесь в помощь, вообще все, что только захотите. Начиная от судов, где могут храниться приговоры и административные постановления, которые характеризуют личность одного из родителей, так и, собственно говоря, заканчивая уже местами работы, жительства, старший по подъезду, например, или сосед охарактеризует, собственно говоря, второго родителя. Здесь важно только помнить общие правила процесса. Во-первых, вы должны попытаться до момента такого запроса, такого заявления, такого ходатайства перед судом, должны попытаться самостоятельно получить такой документ, и вы должны об этом представить доказательства суду, что вы пытались получить такой документ, у кого конкретно, в каком адресе, с кем взаимодействовали, чем подтверждаете вручение такой просьбы, ходатайства, заявления некому лицу организации. И, собственно говоря, получение отказа или тишина в течение срока большего, чем положено по закону со стороны такого лица, который должен дать ответ. Только в этом случае суд может удовлетворить ваше ходатайство и направить соответствующие запросы в органы, которые власти или в организации, лицам, которые промолчали об этом. Общее правило понятно процесса, однако что здесь я хочу подчеркнуть, особенно для начинающих юристов, у которых в голове уже есть понимание, что суд помогает в сборе доказательств только тогда, когда возникли препятствия, проблемы, и с другой стороны понимание того, что запрос должен быть максимально корректным, то есть понятно к кому и в связи с чем этот запрос направлен. Так вот здесь я хочу отметить следующее для начинающих юристов прежде всего, что вот стандарт, тут даже, наверное, не доказывание, а стандарт действий представителя в такого рода вопросах, он значительно ниже, чем обычно мы привыкли, например, в арбитражных судах. Там уж точно суд откажет в 99% случаев, если вы не попытались до судебного дела, до заседания, до подачи иска самостоятельно собрать какие-либо доказательства. А в этих случаях, в семейных делах, суды значительно снижают планку к доказыванию, наверное, в той части,
которая посвящена сбору доказательств или даже к оформлению самих доказательств. Это связано опять с тем, что члены семьи, родственники ближайшие, которые отстаивают свои права в суде, они в течение всей семейной жизни, они эти доказательства, как правило, не копят. Ну, опять же, вот миролюбивость, желание сохранить семью, отношения и так далее. Первое, о чем думает суд, удовлетворяя плохо подготовленные, плохо мотивированные ходатайства. И второе, с чем это связано, с тем, что семейная жизнь так сложна, так тонка в ее понимании, каждый раз все как в первый класс, при всех наличии, при всех шаблонов, стигм, да, когда психологи быстро всех сортируют, упорядочивают по типам, подтипам и так далее, и психиатры также. Все равно семейная жизнь настолько сложна, что разобраться с ней не может даже специалист очень часто. И любая информация, любой документ, любое событие может стать неким краеугольным камнем, переломным моментом, на который среагирует специалист, среагирует профессионал, психолог, психиатр, педагог, религовед и тому подобное прочее. И, соответственно, мы понимаем, что в этом случае суд, не относя себя к специалистам в подобных сферах, занимает самую, наверное, демократичную позицию, когда практически любой документ, любая информация, любая ситуация кладутся в материалы дела, кладутся на бумагу, приобщаются к материалам дела только ради того, чтобы в последующем, если стороны заявят об этом или сам суд решит об этом, эти документы, эта информация, эти ситуации стали предметом изучения специалистами, психологами, психиатрами, педагогами и так далее. То есть, по сути, дело превращается в абсолютно, практически всегда резиновое. Суд почти никогда не отказывает в приобщении любых маломальских документов, незаверенных копий, без подписи иногда, без представления копий противоположным сторонам, без каких-то идентифицирующих иногда даже признаков, без вопросов, связанных с тем, что это непосредственно касается предмета судебного разбирательства. То есть почти все, что угодно. То есть настолько снижены требования к доказыванию, к доказательствам, к процедуре их сбора, помощи в сборе, что фактически дело является вот в этом плане, так сказать, резиновым. Кладите все, чтобы потом эти доказательства стали предметом изучения специалистов в рамках экспертиз. И поэтому мой призыв здесь ко всем юристам, к себе самому, к тем коллегам, которые со мной работают, состоит в том, что на самом деле нести в суд абсолютно все эти доказательства, которые могут помочь вашему клиенту и специалисту разобраться в ситуации максимально. Не надо себя ограничивать, себя самих ограничивать в предоставлении доказательств. То есть доказательства, есть то, что вы считаете доказательством, несите. Если оно недооформлено, вы имеете свои представления о том, как это должно быть оформлено, все равно несите и пытайтесь отдавать это в суду. Отказывает вам суд в первый раз, говорит, что не так оформлено, лучше нужно оформить, или обратитесь, собственно говоря, получите сначала отказ у того, у кого вы хотите это получить, не вопрос. Пытайтесь это сделать, но если не получается, снова просите суд приобщить эти документы к материалам дела. В первый раз отказали, может быть, во второй раз удовлетворят, но вы должны постараться позбивать эти сливочки, чтобы они превратились в маслице. Поработайте, и очень высока вероятность, что именно в этой категории дел суд пойдет вам навстречу и приобщит такого рода доказательства к материалам еще в первой инстанции. А если не приобщит в первой инстанции, то никто вам не запрещает
снова проделать эту работу с ходатайствами на стадии второй инстанции и обосновывать, что ну вот не получилось, ну вот не улучшили мы качество самих доказательств, но мы считаем, что это требуется приобщить к материалам дела. То есть не забывайте, в апелляциях или в возражениях на апелляции, если вам отказано судом было первой инстанции в приобщении каких-либо доказательств, то есть требования были какие-то со стороны суда к этим доказательствам, не забывайте их просить приобщать на стадии второй инстанции. И к семейным делам, к месту жительства детей, это имеет абсолютно прямое отношение, делайте это многократно. Мы медленно подбираемся с вами к тому, как проводятся соответствующие экспертизы уже в судах. Но перед этим, почему про экспертизы мы должны говорить, потому что сейчас почти всегда экспертизы назначаются, но перед этим я хотел бы еще остановиться на таком моменте, как допросы и опросы. Это чрезвычайно важный момент в семейных делах, потому что выяснение подлинного отношения детей к родителям, родителей к детям почти никогда невозможно без общения со свидетелями, без допроса свидетелей. И тут все сложно, конечно. Почему на это надо обращать внимание? Потому что, понятно, принципиальная разница допроса некого понятого свидетеля, который шел по улице и увидел, как глыба льда упала на крышу машины, и нужно всего лишь доказать, что этот свидетель был в этом месте, и он видел, что глыба льда, она была не грузовиком привезена и сброшена на крышу, а пала именно с крыши дома на крышу автомобиля, и все на этом. И подразумевается абсолютно незаинтересованный свидетель, он был всего лишь пешеходом в этой ситуации. То в отношении семейных отношений такого случайного зрителя, некого понятого, его фактически невозможно обнаружить. Все свидетели в семейных делах, они все заинтересованные лица. Ну, простите меня, если ребенку 4 годика, то кто к этому ребенку имеет отношение и кто может что-то знать о жизни ребенка с родителями, если, например, ребенок в это время даже не ходит в садик. Он просто человек, который постоянно находится где? В квартире, в доме, на детской площадке, в поликлинике, ну еще, может быть, я не знаю, ходит в бассейн, по большому счету. То есть он всегда под присмотром ближайших родственников, он всегда под присмотром самых, что ни на есть, заинтересованных лиц. И поэтому получить заключение неких, рассказы неких свидетелей, которые были бы не заинтересованы, крайне сложно. Кроме того, мы понимаем, что репетиторы, педагоги, врачи, соседи, которые касаются жизни ребенка, их тоже трудно назвать незаинтересованными. Ну почему? Ну просто потому, что, например, с момента рождения ребенка к врачам с ребенком ходит только мама. Ну, во-первых, она в декретном отпуске сидит для начала. Да? А папа в это время зарабатывает деньги на всех троих, как минимум, да? Минимальная семья. Вот. Понятно, что ходит ко всем врачам мама. Как мы понимаем, в этом случае мама получает доступ к тем самым личным, доверительным отношениям, ну, например, с врачом, с нянечкой, с сестрой, с патронажной сестрой, которая посещает место жительства маленького ребенка, еще, собственно говоря, когда никто не может никуда ходить по каким-то больницам. И понятно, что такого рода личное взаимоотношение мамы и этой категории лиц вроде со стороны, на самом деле уже формирует крайне личную связь, и назвать таких лиц незаинтересованными, но очень сложно. В юридическом смысле, конечно, да. Мы понимаем, что если ребенок, например, будет оставлен жить с мамой, то какого-то профита патронажной сестре, наверное, нет. Никак, это не ее ребенок и так далее. Но сказать, что показания свидетеля являются беспристрастными и в данном случае объективными, крайне сложно. Нужно об этом всегда помнить, когда вы определяетесь с кругом лиц, которые будут подлежать допросу, особенно когда об этих лицах вот так вот заинтересованных высказывается противоположная сторона, а их показания могут быть очень важными. Тем более, конечно, нужно понимать, что
ближайшие родственники ребенка, бабушки, дедушки, тети, дяди и так далее по расширяющейся геометрии, конечно, они всегда заинтересованными являются. Но я встречал решения судов, когда суды указывают на то, что, ну это такой, наверное, знаете, это больше, наверное, проблема юридической техники конкретного судьи, когда судья прямо в тексте судебного акта приходил к выводу о том, что бабушки и дедушки не являются заинтересованными лицами, и поэтому суд принимает во внимание их показания. Но крайне странная ситуация, когда бабушка, являющаяся кровным родственником, имеющая самостоятельное право, самостоятельные права и самостоятельные интересы по отношению к несовершеннолетнему ребенку, внуку, вдруг признается незаинтересованным лицом. Как? Если изначально у этого лица есть, даже в соответствии с Семейным кодексом, есть собственный правовой интерес. Так вот, понятно, что это не самая корректная, наверное, формулировка со стороны суда. Здесь, наверное, правильнее было бы сказать, что суд, когда изучил всю совокупность доказательств и выслушал всех лиц, пришел к выводу, что данное лицо, хотя и заинтересовано в исходе дела, однако показания данного лица являются перепроверяемыми другими доказательствами. И в совокупности с другими доказательствами показания конкретного свидетеля не порождают недоверие со стороны суда. И поэтому такого рода показания также принимаются во внимание наряду с иными доказательствами. Вот, наверное, такая более сложная технологическая, юридическая конструкция правильнее бы описала бы отношение суда со стороны по отношению к показаниям таких бабушек, дедушек и иных близких кровных родственников. Но однако мы имеем то, что имеем. Иногда вот такие неаккуратности в описании со стороны суда интереса или отсутствия интереса у свидетелей по отношению к правовой ситуации, они встречаются. Будьте к этому готовы, реагируйте спокойно. Суды, к сожалению, не всегда имеют время, чтобы так красиво, полно описывать все ситуации. В любом случае, свидетели – это важнейшие лица. И мы можем по отношению к этого рода категории споров, то есть к определению места жительства, изначально понимать и относиться следующим образом, что чем дальше от ребенка лицо, ну то есть родители, родственники, соседи, и дальше по убывающей врачи, педагоги, не знаю, там бывшие врачи, бывшие педагоги, массажисты, репетиторы и так далее, тем, собственно говоря, с большей степенью достоверности мы можем, наверное, относиться к показаниям таких свидетелей. Хотя, еще раз повторюсь, если это массажист или репетитор, получающий деньги от одного из родителей, то, наверное, его показания трудно назвать объективными, полными, независимыми, незаинтересованными. И поэтому будьте готовы к тому, что всякий подобного рода свидетель, вошедший в жизнь ребенка, получивший доступ к кошельку родителя, он будет работать на вас. Будьте к этому готовы, к тому, что будет откровенное вранье, ложь. И очень важно тогда перепроверять все показания. Еще очень важный момент, относящийся к свидетелям, он состоит в том, что имеет значение в этом случае всегда тот период времени, когда этот свидетель имел отношение к ребенку. Нет никакого большого значения допрашивать людей в качестве свидетелей, которые имели отношение очень давно, в другом психологическом возрасте, в другом состоянии физиологическом ребенка. Мы понимаем, что ребенок в 5 лет и ребенок в 15 лет – это две разных личности. Тут еще был предпубертат, мягкий, добрый ангел, контролируемый, управляемый чаще всего. Да, и абсолютно уже зрелый пубертатный ребенок, у которого скачки гормонов и, собственно говоря, смысла допрашивать свидетеля, который знал ребенка в 5 лет, но на самом деле немного есть такого смысла. И, конечно, это нужно учитывать как стороне истца, так и стороне ответчика. Об этом нужно говорить
для опровержения, ну, в принципе, или критического хотя бы отношения к показаниям свидетелей. Еще очень важно, вот с учетом вопроса про свидетелей, в этой категории дел очень важно пользоваться всеми возможностями для того, чтобы доказывать необъективность, неполноту сведений свидетеля об обстоятельствах по делу. Наверное, в этой категории дел это вообще приобретает особенное значение. Если вы уже предполагаете, вы знаете, кто будет свидетелем по данному делу, то очень важно вовремя в материалы дела вложить какие-либо письменные доказательства. Не будем останавливаться, справки, это будут заключения или что-то еще, которые будут опровергать показания этого свидетеля. Это вы можете сделать как до допроса данного свидетеля, так и после допроса этого свидетеля. Но шик будет в том случае, когда вы положите в материалы дела какой-либо документ, касающийся показаний свидетеля, ну, буквально в день судебного заседания, чтобы та сторона еще не могла подготовить свидетеля, а при этом, при всем стороны, и суд самое главное, мог бы уже этим документом руководствоваться при непосредственно допросе свидетеля. Вот если благодаря адвокатским ухищрениям получится, что вы в день судебного заседания, в ходе самого судебного заседания, до допроса свидетеля вот так сделаете, выделите маркером, я не знаю, там, скрепками, чем-то еще, чтобы у суда была вот визуализация того, на что вы хотите обратить внимание суда, прокурора, опеки при допросе конкретного свидетеля, а свидетель еще не подготовлен отвечать на ваши вопросы, а настроен противоположной стороной еще врать в пользу противоположной стороны, то представьте, как это красиво будет звучать в глазах суда и всех остальных, вот это вранье со стороны свидетеля. Это очень важно делать, потому что именно в этой категории споров про детей, про место жительства, про детско-родительские отношения, именно потому что если вы не постараетесь опорочить показания свидетелей, то эти показания будут приняты за основу при проведении хоть экспертиз, хоть при вынесении решения суда. Не нужно сейчас, вот знаете, на 2 секунды отвлекусь от общей канвы разговора. Не нужно, зная настрой нашего законодателя, даже так, не законодателя, судебной власти, Верховного суда, ее избитая несправедливейшая практика о том, что дети остаются с мамами за исключением особенных обстоятельств, когда мама явно не в адеквате, не нужно все равно расслаблять руки, не нужно заниматься такими делами спустя рукава. Во-первых, практика судебная, она может очень резко измениться. При всей проматеринской практике Верховного суда мы видим, что практика ЕСПЧ, она все-таки значительно формирует, влияет на практику Верховного суда. И в один прекрасный момент Верховный суд может взять и смягчить свои позиции, убрать требования вот об особенных обстоятельствах, при которых у матери ребенок может быть, собственно говоря, ну, не отобран, да, а оставлен с мамой. Это первое. Второе. Россия при всем нынешнем отношении к международному праву, когда мы конвенции долго не ратифицируем, не присоединяемся к ним, не подтверждаем, что существуют какие-либо принципы международные, даже в двухсторонних отношениях, принципы взаимодействия, принципы взаимного признания,
все-таки Россия остается в международном правовом поле. И мы понимаем, что законодатель тоже подвержен этому пониманию. И если не практика Верховного суда, то практика законодателя при всей политической ангажированности, она может сработать. И все то, что вы, не ленясь, закладываете в протоколы судебных заседаний, в судебные акты, в экспертизы, в доказательства, которые сейчас не сработали в конкретном деле, это не означает, что это безусловно не сработает чуть позже, в новом деле о месте жительства ребенка. Ведь нужно не забывать, что в отличие от других категорий дел, детские дела, детские отношения – это длящиеся отношения. И законодатель и судебная практика, судебная власть, они не запрещают обращение в суды вновь и вновь с одним и тем же предметом. Потому что основания разные. Время проходит, то есть и обстоятельства, то есть фактические обстоятельства меняются, то есть и основания меняются. Соответственно, здесь нет аналогичности исков. Иск каждый раз новый, обстоятельства, подлежащие установлению, оценке, каждый раз новые. И, соответственно, с этими делами можно обращаться вновь и вновь. И вдруг такое случится. Все то, что вы проделали ранее, качественно подготовили своих свидетелей, нашли их, качественно оформляли документы, была проведена качественная экспертиза, которые сейчас пока, к сожалению, не дали тот результат, который вы ждали, оставление, например, ребенка с вами, то завтра в другом деле это может все сработать в вашу пользу. И суды будут руководствоваться и ссылаться на те доказательства, на те материалы, на те решения, которые раньше были не в вашу пользу, а теперь они будут в вашу пользу и ссылаться будут на те старые решения. Поэтому, уважаемые папы, наверное, прежде всего к вам обращаюсь, пожалуйста, не опускайте руки, качественно боритесь за интересы своих детей и не думайте, что потеряете контакт с ребенком, реальный эффективный доступ к ребенку, проиграв какое-то судебное дело. Все меняется. И за даже мою, то ли уж большую, то ли небольшую, практическую жизнь юриста позиции менялись очень часто. И можно сказать, что бороться надо безусловно. Возвращаемся. Когда мы с вами закончили подготовку таких доказательств, как свидетели, то есть нашли этих свидетелей, как-то первично опросили для того, чтобы понять, насколько они помнят нужные нам обстоятельства дела, насколько они вообще адекватно смогут рассказать об этом суду, что бывает очень важно, насколько они могут быть, их показания могут быть объективными, то есть перепроверяемыми другими материалами дела, и мы их допросили в суде. Дальше наступает, наверное, уже такая кульминация дела, еще не вишенка, конечно, на торте, но уже кульминация дела, когда суд начинает опрос ребенка. Всем понятно, всем известно, что с 10-летнего возраста мнение ребенка приобретает юридическое значение для суда. Фактически, переводя эту формулу в русский язык, в нормальный, живой человеческий язык общения с клиентами, нужно сказать, что мнение ребенка о том, с кем он хочет жить, начиная с 10-летнего возраста, для наших внутренних дел, имеется в виду для дел, рассматриваемых на территории России российскими судами, относительно российских граждан с применением российского права, значит, будет иметь принципиальное значение. То есть фактически, как скажет ребенок, так и будет. За редчайшими исключениями, когда будет доказано, что мнение ребенка было сформировано одним из родителей, то есть ребенок подвергся психологическому давлению, его воля была подавлена или он ее выразил, изложил ее некорректно, либо тогда, когда существуют явно объективные, доказанные отклонения в жизни родителя,
с которым пожелал остаться ребенок. Ну, то есть алкоголизм, наркомания и так далее. Явные девиантные, асоциальные пунктики, которые явно не позволят суду, прокуратуре поддержать мнение ребенка. Но вообще чаще всего, то есть большая часть дел, когда ребенок высказывается за проживание с одним из родителей, показывает, что, ну, скорее всего, суд выберет именно этого родителя. Относительно возраста, с которого опрашивается ребенок, здесь нужно сказать следующее. Мы постепенно движемся к ослаблению ранее жесткой практики. Россия движется по пути ослабления ранее очень жесткой практики относительно возраста ребенка, потому что разъяснения Верховного суда по этой теме, они на сегодняшний момент значительно более мягкие, чем даже Семейный кодекс, который, как сказал уже, мое мнение, морально устарел. Верховный суд позволил при наличии заключения психологов, педагогов, или позиции, мнения, что ребенок зрел и готов выразить свою точку зрения, и она является зрелой, обдуманной, обоснованной, в этом случае суд может запросить ребенка, суд может опросить ребенка и в более раннем возрасте, в 8-9 лет, потому что ребенок зрел психологически, и его позиция сформирована корректно, он может мотивировать эту позицию. Бывают, конечно, ужасные, странные дела, которые у меня таких не было, но я слышал от коллег, когда, например, ребенок, выросший в Италии, говорящий только на итальянском языке, значит, вдруг, собственно говоря, этого ребенка опрашивают органы опеки без соблюдения какого-то регламента, и суд приходит к выводу о том, что ребенок имеет ясное, точно сформированное, аргументированное мнение о том, что ребенок хочет остаться, например, проживать с мамой. Ну, и смех, и грех, и смешно, и страшно. Во-первых, каким образом эти органы опеки общались с ребенком, который все время говорил на итальянском, раз. Во-вторых, ребенку 3 года, где это мнение специалистов о том, что ребенок зрел, и его мнение является действительно зрелым, и где те вообще какие-то минимальные формальные требования к тому, что органы опеки вообще правильно ставили вопрос, правильно получали ответ, и этот ответ можно, так сказать, засчитать. При всем том, что есть четкие указания относительно хотя бы какой-то ориентир, да, законодательства и судебных актов Верховного суда про 10 лет. Поэтому расслабляться, конечно, нельзя в этом вопросе относительно опроса несовершеннолетнего ребенка. Однако вот по поводу возраста нужно помнить, что возраст может быть смягчен, но для этого нужно доказать суду и представить, возможно же, отдельный документ, что ребенок в достаточной мере зрел, чтобы быть опрошенным судом, и самое главное, ребенок-то может быть опрошен и в 5 лет, и его мнение с точки зрения специалистов может быть принято во внимание как юридически обязывающее, юридически значимое мнение несовершеннолетнего ребенка. Что еще? На сегодняшний момент очень важно подчеркнуть следующее, что суды, когда начинается процедура опроса ребенка, они на сегодняшний момент практически ничем не связаны в плане процедуры. Лично я сталкивался с разными ситуациями, как организуется опрос ребенка. В одном случае суд остается с ребенком наедине. Что имеется в виду по словам суд? Некий состав, да, то есть сама судья, секретарь, орган опеки, прокуратуры остается наедине в зале, а все остальные покидают этот зал. С чем это связано, странное дело, непонятно. То есть фактически мы понимаем, что в Гражданском процессуальном кодексе процедура опроса несовершеннолетнего ребенка, она не описана. Значит, наверное, по аналогии процессуального права нужно применять аналогию допроса свидетеля, ну или, по крайней мере, опроса сторон.
И мы понимаем, что в этих правилах абсолютно отсутствуют какие-то базовые требования, когда нужно именно выгнать участников процесса из зала судебного заседания и опрашивать ребенка в отсутствии вообще сторон, которые могли бы также задавать вопросы этому ребенку, дабы выяснить подлинное отношение ребенка к какой-то ситуации, к родителю и так далее. То есть фактически участники дела лишаются права говорить, права высказываться, права задавать уточняющие вопросы. Но ведь в законе процессуальном об этом нет ни слова, что в этой конкретной ситуации право стороны, право участника процесса может быть ограничено. Это грубейшее нарушение, конечно, процессуальных норм. Это не более чем практика конкретного судьи, и поэтому нужно, конечно, категорически против этого возражать. Мало ли чем закончится. Вообще непонятно, как даже перечень вопросов, которые будут задаваться ребенку, и будут ли заданы те вопросы, которые вас волнуют, те вопросы, которые вы считаете краеугольными для данной ситуации. Их суд ведь может не задать, и вы будете лишены такого права. Еще очень важный момент состоит в следующем, что есть ведь другая ситуация, когда в зале судебного заседания остаются представители сторон, удаляются только родители. Это другая ситуация, когда мы понимаем, что чужие дяденька и тетенька начинают задавать вопросы ребенку, которые могут быть очень личными, очень тонкими для ребенка. И манера задавания, постановки вопроса, задавания вопросов, она может быть очень травмирующей. И эти вопросы могут быть травматичными, даже если задает прокуратура, или судья, или опека. Тогда возникает вопрос, если все эти участники судебного заседания, начиная от судьи, заканчивая защитником, могут задавать вопросы травмирующие, есть ли какая-то процедура, описывающая то, как надо задавать такие вопросы? Предположим, с учетом того, что при опросе несовершеннолетнего должны принимать участие педагог или психолог, наверное, правильнее было бы понимать логику законодателя примерно таким образом, что роль этих лиц должна быть очень активной. Она должна быть в защиту интереса несовершеннолетнего ребенка. И, наверное, тогда в этом случае психолог и педагог, как важнейший субъект, он должен фактически выступать в роли переводчика. Ведь судья, даже если знает какой-то язык иностранный, английский, французский, немецкий и так далее, она ведь в силу установлений ГПК сама не может перейти на общение с участником дела на французском, например, языке. Не может, потому что языком судопроизводства является русский язык. Соответственно, мы понимаем, что аналогия должна быть примерно такой же. Если для опроса несовершеннолетнего, для допроса несовершеннолетнего требуется психолог или педагог, то они должны выступать вот этим толмачом, который ребенку сможет правильно сформулировать вопрос, правильно его донести, объяснить, уточнить, как переводчик. И вот понимание того, что роль педагога-психолога приравнена к роли переводчика, которому объяснены права и обязанности, когда все вопросы задаются сначала переводчику лично, доносятся, и уже дальше через вот это вот некий фильтр информации поступает к ребенку в правильном ракурсе, в правильном смягченном или наоборот уточненном варианте, вот этого всего в законе нет. И практика моя показывает, что в этом случае органы опеки вообще сидят где-то там, вообще на Камчатке, и никак вообще не вступают не играют никакой роли в этом диалоге между судьей и ребенком, прокурором и ребенком. Тогда какова их роль? Они молчат. Или они должны подскакивать только тогда, когда слышат опасность для ребенка? Но он уже тогда и услышал. Да? То есть, когда орган опеки подскочит и скажет: нет, 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 пожалуйста, переформулируйте вопрос, тогда получается, ребенок-то уже этот вопрос услышал также. И он может быть этим вопросом травмирован. Или он его мог уже неправильно понять, и у него сформируется уже какое-то мнение. То есть, не поздно ли среагирует орган опеки.
Вот этого всего в нашем законе нет вообще ни в каком виде, ни в каком случае. И каждый судья здесь превращается в чиновника, у которого есть абсолютно неконтролируемое усмотрение. Мы понимаем, что усмотрение судьи — это безусловное право судьи, это заложено в ГПК. Однако ГПК-то ведь сам по себе как закон существует, и он ведь, ГПК, организует деятельность судьи, обеспечивая баланс интересов сторон. Почему тогда в этом случае судья ничем не связан? То есть его деятельность судьи и всех участников процессов никак не регламентирована при опросе несовершеннолетнего ребенка. То есть самое слабое звено, маленький ребенок, несовершеннолетний ребенок, его появление в казенном учреждении никак не регламентировано и отдано только на откуп судье. Мы понимаем, что судьи — это просто люди. Один, простите меня, сегодня в плохом настроении, другой болеет, четвертый вообще сегодня подменяет судью, который занимается вообще ювенальными делами, а этот судья занимается уголовными делами, никак не связан с этим. И манера постановки вопросов, даже акценты, которые могут быть в этих вопросах содержаться, они могут быть от судьи к судье очень разными. И поэтому отсутствие неких даже общих принципов, правил опроса несовершеннолетних ГПК представляет огромную проблему. И, конечно, это вопросы, связанные с тем, что в зале судебного заседания находится вместе с ребенком находятся его родители. Это должно быть так или нет? Вот когда интересы ребенка явно противоречат интересам родителя, то есть явно происходит нарушение интересов ребенка, я понимаю, что родителей можно удалять из зала судебного заседания, дабы ребенок не боялся говорить и так далее. Но когда этого нет, таких доказательств, когда никто не говорит об этом и нет доказательств этому, почему родители должны покинуть зал судебного заседания? Если, конечно, есть убеждение ребенка, то есть нанесена психологическая травма, об этом говорится, или есть заключение психолога или педагога, как-то когда-то кем-то получено, хотя бы криво-косо, но получено, я тогда понимаю, зачем надо удалять родителя конкретного, который нанес травму. Но почему обоих удалять тогда в этом случае? Это обеспечивает ли вообще в данном случае соблюдение принципов процесса гражданского, например? Мне кажется, это не очевидно. Дальше к опросу ребенка. Вопрос полноты опроса, вопрос формулирования, он ведь очень важен. Мы не видим на сегодняшний момент никакого, со стороны каких-то компетентных органов, Верховного суда, Министерства просвещения, Министерство юстиции, который формирует методику, например, проведения психиатрических и других экспертиз. Мы не видим разъяснения, что вот эта некая последовательность вопросов, как формуляр, должен быть задан, чтобы подготовить ребенка к допросу, расслабить ребенка и дальше уже выяснять его позицию. Этого ничего нет. И вот в этом случае очень важно понять, что участие психологов, педагогов и защитников может помочь ребенку и помочь защите интересов ребенка в целом по делу. Потому что именно правильная постановка вопросов, формулирование вопросов, полнота вопросов, даже иногда последовательность вопросов, они помогут вычленить настоящую подлинную волю и существо на самом деле мнения ребенка для судебного разбирательства. Еще очень важный момент в опросе ребенка состоит в том, чтобы все-таки в данном случае ответы и вопросы ребенка были понятными, очевидными. Поэтому все-таки вопросы, ради которых вызывается ребенок в судебное заседание, должны быть все-таки сформулированы когда-то с помощью психологов, педагогов, но они должны быть сформулированы окончательно. И вишенка на торте, мы говорили про апогей, теперь вишенка на торте, все равно очень важнейший момент, это уже, собственно говоря, момент экспертизы. Так уж повелось в России, что практически во всех
делах. Чем больше работаю, тем больше понимаю, что это прям любимый, излюбленный прием судов. Назначается, конечно, экспертиза. По определению места жительства ребенка экспертиза назначается также. Перечень тех вопросов, которые ставятся перед экспертами, может быть очень разный. Суды любят задавать вопросы максимально общо. 4, 5, 7 вопросов поза глаза. Самые общие вопросы, генеральные вопросы. Когда вопросы становятся перед экспертами очень точечно, суды, имеющие исключительное, безусловное право определять и состав вопросов, и формулировки вопросов, могут не поставить такие вопросы в окончательном определении. Почему? Ну, потому что есть такое исключительное право, раз. Потому что обыкновенно судьи разъясняют сторонам, что экспертам виднее. В общих вопросах эксперт может всегда, заполучив информацию от ребенка, от участников дела, может всегда сам вычленить необходимый дополнительный вопрос и сам на него ответить. То есть у эксперта есть право доформулировать вопросы и, соответственно, дать нужные ответы. И вот если сочтет нужным это сделать эксперт, значит он сделает. Не сочтет, значит и не надо. Я с этим категорически не согласен. Почему? Потому что, конечно, генеральные вопросы могут быть, но иногда судебные баталии, они возникают именно на очень конкретных предметных ситуациях, о конкретных вопросах. И когда стороны над этим бьются, и вдруг вопросы об этом перед экспертом вообще никак не ставятся, то фактически закладывается риск того, что данное обстоятельство не будет изучено экспертом вообще. И мое мнение не голословно. Потому что я сталкиваюсь очень часто с позицией психологов и педагогов, которые не имеют часто юридического образования, не являются именно сертифицированными судебными экспертами, они просто владельцы, носители знаний в своих областях, но не являются судебными экспертами. И то есть имеют к судебной деятельности иногда очень опосредованное, отношение очень общее представление. И это приводит к тому, что их буквально штампованные выражения сводятся к следующему. Мне не интересно, что содержится в материалах дела. Мне не интересно, сколько там томов у вас в этом деле. Я не собираюсь читать ваши протоколы бесконечные. Мне интересно, что сейчас с ребенком. Вот я с ребенком поговорю, все пойму и напишу. И у меня в этот момент вообще, отвисает челюсть. Я очень сильно начинаю нервничать, переживать. Потому что, во-первых, неужели психолог, так говорящий, поверьте мне, говорят об этом очень люди с большими регалиями, очень верующие в себя, в свои возможности и, как правило, очень абсолютно уверены в своей непогрешимости, как у профессионалы. Почему не забывают о такой простой русской поговорке, как то, что душа другого человека – это потемки. Но вот ничего нового, действительно, гуру профессии, психологии, психиатрии, они другого-то на сегодняшний момент, будучи, не знаю, с приставленным пулеметом к виску, они нам ничего другого-то не скажут, что чужая душа потемки. И почему вдруг в конкретном деле какой-то конкретный специалист, даже будучи опытным, многоопытным человеком, вдруг говорит: да вы знаете, я сейчас побеседую, все вам правильно напишу. Для меня это глупость несусветная. Я очно и заочно готов каждому из них, единственное, что тем, которые являются уже экспертами в деле, готов, так сказать, только после судебного разбирательства, даже если выиграю такое дело, я им скажу, что это абсолютно непрофессиональное, абсолютно неуважительное отношение к интересам ребенка. Душа ребенка тем более потемки. И разобраться в ребенке, в его переживаниях за 2, 3, 4 часа, крупными мазками дав им кисточки, пластилин или используя метод сказкотерапии, представляется мне крайне сложным. Даже крупными мазками определиться с тем, что происходит с ребенком. А уж если мы хотим вообще, в принципе, глубоко, качественно разобраться в ребенке, и кто, например, способствовал
наступлению травматической ситуации, кто сам эту ситуацию организовал, как из нее выйти, из этой ситуации, какой последовательностью и тому подобное прочее, но на самом деле иногда бывает крайне сложно. Одно дело это 7-летний ребенок, который уже хорошо говорит, хорошо помнит и режет, как правило, правду матку, а другое дело хитрый, изворотливый подросток 15-16-летний, который уже занимается сексом, который уже ворует, или который уже, я не знаю, там прошел огонь, воду, медные трубы, и к нему применять вот такие методики кажется мне очень большим заблуждением. И поэтому сказать, что я разберусь в тебе за 20 минут, уважаемый подросток, это верх непрофессионализма. Поэтому, конечно, настоящий эксперт в этой области, он должен читать материалы дела, он должен читать эти протоколы, сколько бы их не было бы в этом деле, а поэтому мы должны настолько качественно участвовать в судебных заседаниях, чтобы эти протоколы были полны нужной, важной информацией, событиями из жизни ребенка, из жизни его родственников, чтобы в последующем эксперт мог задавать вопросы ребенку точечно, относящиеся к жизни конкретного ребенка. И, соответственно, чтобы мы получили ответы на свои вопросы, как юристы, юридически значимые ответы, вопросы должны быть поставлены перед экспертом еще на стадии именно назначения экспертизы. И поэтому все-таки, когда речь идет о назначении такой экспертизы, психолого-психиатрической, психолого-педагогической и дальнейшей приставки, в этом случае, конечно, практикующие юристы или граждане должны настаивать на том, чтобы были не только генеральные вопросы, но и очень точечные, четкие вопросы, на которые, возможно, эксперт и ребенок не будут никогда не отвечать, не реагировать, если их не будет поставлено отдельно, самостоятельно. А это может в итоге повлиять на картинку, на объективность судебного разбирательства в целом. Еще очень важно понимать, что в принципе вы не лишены права вообще говорить об этом, об этих вопросах и в будущем. Ведь нужно понимать, что если суд воспользовался своим безусловным правом и назначил экспертизу по тем вопросам, по которым счел нужным, то вы можете ведь говорить и о назначении дополнительной экспертизы во второй инстанции по вашим вопросам, также и дополнительной экспертизы в первой инстанции по вашим вопросам, если вдруг экспертиза оказалась неполной, некачественной, то есть не увидели ответы на те вопросы, которые были предметами обсуждений предыдущих судебных заседаний. То есть расслабляться и говорить, что окей, все изучили и вот такие ответы получились, нельзя, нужно продолжать отстаивать ваш законный интерес в том, чтобы объективно разобраться в ситуации в целом. Какой еще момент должен я отметить? На сегодняшний момент психологов так же много, как юристов. Не хочу никого обижать, но их много. Качество исследований бывает ужасающим. Психологи, во-первых, у нас бывает двух типов. Клиницисты, то есть те, которые получили медицинское образование и имеют в рамках медицинского образования соответствующую специальность психолог. И педагоги, то есть те, кто изначально учились, собственно говоря, в педуниверситете, в пединституте и по образованию педагог. Однако у нас в Семейном кодексе употребляется еще другой термин – детский психолог. Так вот, такого понятия, как детский психолог, нет. То есть у нас врач-психолог, он, собственно говоря, просто психолог, как и тот, кто педагог. Педагог-психолог – это детский психолог или нет? Вот этого всего непонятно. На сегодняшний момент фактически Семейный кодекс употребляет такой термин, который в перечне профессии он отсутствует. Сейчас сегодняшняя судебная практика, она по этому поводу пошла по такому пути, что нужно бы представить такому психологу, хоть клиницисту, хоть педагогу, любую какую-то бумажку, в которой будет сказано, что этот психолог прошел дополнительные какие-то курсы повышения квалификации, прослушал лекции, связанные именно с особенностями детской психологии.
И вот этого, возможно, будет достаточно. Ну, а дальше уже по нарастающей. Чем больше курсов, тем типа специализирования. Чем больше дел как бы помогал рассматривать такой психолог, тем лучше. Вот он, вот вроде бы он уже детский психолог. Ну, то есть это первая проблема, с которой мы сталкиваемся при выборе тех психологов, которые будут проводить соответствующее исследование. Следующий момент. Если назначается просто психологическая экспертиза, то особенных требований к этой экспертизе нет. Ни один государственный орган до сих пор это никак не сформулировал. То есть специалист, которых много, да, вы видите мое крайне отрицательное отношение к всякого рода кулибинам в этой области, никак не связан никакой методикой. Минюстовской, Минздравовской, Минобразования, Минпросвещения никак не связан вообще. И в зависимости от того, чему научили конкретного психолога, каков его опыт, а там опыты бывают минимальные, 2-3 года девочка сама еще не имеет детей, имеет образование психолога, стала вдруг детским психологом, прослушав курс повышения квалификации 20 часов, и ее назначили вдруг как психолога на рассмотрение дела, где решается судьба детей, нескольких детей, одного ребенка. Это вообще насколько точно хороший психолог будет детский. Вот. Так вот, еще и методика никак не определена. То есть мало того, что вот у нее такая сомнительная компетентность, так у нее еще и она ничем не связана. Она может побеседовать с ребенком на уровне рисунков или на уровне каких-нибудь тестов маломальских, да, заканчивая, собственно говоря, любыми другими представлениями о том, как надо вообще такую экспертизу проводить и как ее нужно оформлять. Тончайшая ткань судебного дела ребенок вдруг оказывается, в принципе, вообще беззащитен перед тем, с каким психологом этот ребенок столкнется. Никто не может проконтролировать, как будет работать психолог. С психиатрией чуть лучше. Потому что в соответствии с нашим действующим законом, все, что касательно психиатрии, проводится уже, во-первых, только госучреждениями, раз. Во-вторых, уже в соответствии с методиками Минюста. Поэтому, когда речь ведется о назначении чего-то, какой-то экспертизы с приставкой психиатрическая, мы понимаем, что качество соответствующей экспертизы резко подскакивает. Да? Психолога психиатрического, окей, значит, имеется в виду, что будет все равно базовое, это будет уже базовое учреждение, это государственное учреждение, раз. Во-вторых, это будет инструкция Минюста, которая регламентирует порядок проведения. Во-вторых, это будут работники соответствующего учреждения. Ну а психолог, скорее всего, тоже будет уже работником этого государственного учреждения, либо, если будет и привлекаться, то, по крайней мере, в составе комиссии психологов и психиатров психолог будет, хоть как-то управляемым, перепроверяемым своими же собратьями по оружию, то есть экспертами. Вот такого рода хитрости, назначение экспертизы с приставкой психиатрическая позволяет, по крайней мере, уйти от непрофессионализма в работе экспертов. Это чрезвычайно важно в такого рода делах. Потому что если этого не будет, то вы можете получить суррогат исследования, суррогат экспертизы, которую, так сложилась наша судебная практика, практически невозможно исправить. Придет эксперт, будет бить себя кулаком в грудь, какой он большой специалист в области психологии, как он в себе уверен, как он глубоко побеседовал с ребенком, и поэтому никаких повторных, дополнительных и новых экспертиз проводить не нужно. И суды ради процессуальной экономии, особенно с учетом того, что установка про-материнская, не захотят ничего исследовать, глубже проверять и проводить какие-то повторные экспертизы. Поэтому хотите больше объективности, будьте готовы к этому вот инструменту, который я сейчас только что проговорил, связанный с психиатрией. Иногда в отношении детей проводятся вообще еще более сложные экспертизы психолога, педагога психиатрические. Религоведческие экспертизы могут быть проведены. Вот это все нужно перед тем, как назначается такая экспертиза, нужно очень глубоко изучить. Возможно, нужно не только читать какие-то методики Минюста, но и запрашивать портфель, досье, портфолио этих экспертов по поводу проведенных уже таких экспертиз. Потому что
даже вопрос, связанный с тем, какая литература научная должна применяться, какие конкретно тесты, методики должны применяться, не опорочены ли экспертизы этого эксперта в других делах, другими судебными актами. Это все нужно заранее проверять. И поэтому принципиально важным в данном случае, поскольку переиграть практически будет невозможно, именно экспертов, да, на их поприще. Поэтому очень важно, чтобы вы, готовясь к постановке вопросов, виду даже экспертизы, вы должны очень тщательно готовиться, иначе что-то останется за бортом исследования. Почему назначают педагогические экспертизы? Потому что методы воспитания и методы образования, они являются иногда очень значимыми. Детей шпигуют знаниями. То есть занимает абсолютно все рабочее время жизни, даже не то что рабочее, жизни ребенка только одними репетиторами, уроками и так далее. Но насколько это педагогически оправдано с учетом состояния ребенка. Или когда применяются странные методики воздействия на ребенка, когда ребенка бесконечно водят в церковь или какого-то рода вот такие моменты. Или перегибы, когда много спорта, мало, собственно говоря, работы головы и образования. Вот эти все моменты, они могут быть предметом исследования только тогда, когда вы обоснуете сначала суду, зачем это нужно, и как это связано с обстоятельствами конкретного дела, жизни конкретного ребенка. А дальше правильно сформируете пул экспертов, решите, какая это должна быть экспертиза, комиссионная, комплексная, или это должны быть разные, поэтапные экспертизы, или параллельные экспертизы между собой. И, соответственно, дальше уже определитесь с субъектами, с экспертными учреждениями, с экспертами, которые будут проводить эти экспертизы, и перечнем вопросов, которые вы хотите поставить перед соответствующими экспертами в рамках конкретных экспертиз. Конечно, когда мы получаем заключение экспертиз, уже когда они готовы, когда мы поучаствовали в них, про это можно отдельно поговорить, мы можем не согласиться с ними. Практика такова, что почти невозможно ничего оспорить. И более того, когда вы не уверены в том, что эксперт растеряется или эксперт явно не профессионал, будьте готовы к тому, что вызов эксперта в судебное заседание для целей дачи уточняющих ответов, для устранения противоречий, может сработать, наоборот, против вас. То есть эксперт, будучи даже припертым к стенке вопросами и некачественной своей работой, может попытаться выкрутиться из ситуации. И, как показывает практика, судьи, даже в таких делах, как детские дела, встают на сторону эксперта, не ребенка, не объективности. И поэтому будьте готовы к тому, что вместо нужной для вас реакции, когда эксперт, так сказать, расписался перед судом в своей некомпетентности, вы получите обратную реакцию. Когда суд напишет в судебном акте в итоге, что все противоречия, которые были в экспертизе и на которые обратили внимание стороны, они были сняты ответами эксперта. То есть у суда этих противоречий даже не осталось. Все отлично, все хорошо. Поэтому будьте готовы к тому, что если вы не уверены в необходимости вызова эксперта в судебное заседание, дабы устранить противоречия в его экспертизе, лучше этого не делать. Потому что проще написать большое заключение на экспертизу, представить заключение специалиста о нарушении методики, полноты, глубины и так далее, и так далее, и так далее. В общем, некое заключение специалиста на заключение эксперта, и просить потом о назначении повторной экспертизы во второй инстанции, чем в первой инстанции допрашивать эксперта и получать ожидаемые защитные реакции эксперта по отношению к своей собственной экспертизе. И это будет работать против вас. Когда мы говорим про место жительства, возвращаемся к самому началу нашей сегодняшней беседы о том, что в России принято считать под местом жительства ребенка это то, с кем он будет проживать. Очень важно понимать, что место жительства ребенка не превращается в ущемление, не должно превращаться в ущемление права опеки второго родителя.
К сожалению, у нас не развито, мне кажется, все, что я читаю, у нас, по крайней мере, в рамках закона и решений Верховного суда, у нас понимание того, что есть некое отдельное от родительских прав и обязанностей право опеки, оно фактически отсутствует. У нас не говорится, что один из законных представителей, когда второй законный представитель не лишен, не ограничен в правах, вдруг получает право собственной опеки. То есть опеки собственного ребенка. Так не звучит. У нас как будто явление это отсутствует, оно не проговаривается. Подразумевается, конечно, может быть, там как-то по-своему толкуется, но не звучит в судебных актах, что передать право опеки одному из родителей. Такого у нас нет. Однако, в судебных актах в последнее время мы начинаем встречать подобного рода ситуацию, когда вслед за местом жительства ребенка второй родитель начинает заниматься делами по определению порядка общения с ребенком и говорит: окей, место жительства определили с мамой, давайте мне тогда, папе, право много-много-много общаться. А суды дают очень мало времени для общения. Все ограничено буквально часами, помещениями и другими условиями какими-то. И мы начинаем встречать такие утверждения судов, что установление места жительства ребенка фактически является одновременно решением об ограничении прав опеки со стороны второго родителя. Откуда выведена эта вообще мысль со стороны судов? Какой нормой права подтверждается? В связи с чем это может быть такое ограничение быть произведено при равенстве прав и обязанностей родителей? Абсолютно непонятно, но факт остается фактом, и судебная власть в таких решениях первых и вторых инстанций фактически действительно признает уже сложившееся явление в России, когда второй родитель, который проживает отдельно от ребенка, действительно по факту лишается или существенно ограничивается в праве опеки. Вот эта лицемерная игра судов и законодательство, что права и обязанности равны и установленное равенство отца и матери перед ребенком или в интересах ребенка, выражавшееся всегда в том, что у нас законодательство проматеринское, но в формулах все красиво и все правильно, на самом деле впервые наша судебная практика начала избавляться в некоторых решениях от этой лицемерности, проговаривая, что, устанавливая место жительства, фактически второй родитель, живущий отдельно от ребенка, ограничивается в правах опеки. И с этим нужно бороться, конечно, потому что когда мы такие формулы видим, это бетонизируется, это заливается стеклом, и это все уходит в ментальность юридическую, когда это становится просто неким общим расхожим местом, что изменить ничего не надо и не нужно, и даже пытаться не надо начинать. И, конечно, это нужно бороться с этим. Идти в ЕСПЧ, идти в Конституционный суд, хотя это очень сложно. Особенно с ЕСПЧ, когда сегодня Конституционный суд разъяснил, что не всякое решение Европейского суда, даже по статье 8, то есть на неприкосновенность частно-семейной жизни, может быть исполнено на территории России. То есть каждый раз вообще еще подумают наши верховные судьи, надо ли исполнять решение Европейского суда, должен ли папа быть защищенным в этой ситуации. Лучше или хотя бы равным образом, как мама ребенка. Поэтому в данном случае, когда мы говорим об месте жительства ребенка, и если оно будет установлено, то будьте готовы к тому, что и порядок общения с ребенком будет ущербным. И будут большие сложности в том, как доказать, что порядок общения должен быть таким, чтобы ребенок вырос гармоничным, здоровым, любящим родителей, а родители не были бы лишены возможности эффективно реализовывать право общения, доступа, влияния на образование, воспитание ребенка. И поэтому это будет отдельная тема, отдельный ролик со своими большими сложностями и проблемами, которые я должен буду рассказать. Вот крупными мазками, наверное, как обзорный комментарий моей собственной личной практики и моих собственных представлений об этой категории дел, наверное, я сегодня рассказал вам.
И надеюсь, что эта обзорная тема превратится в отдельные, большие, не менее значимые, не менее короткие, не менее длинные, точнее, да, ролики, где я смогу расшить каждый из элементов того, что я сегодня рассказал, и, может быть, даже, поскольку я не готовлюсь, ничего не пишу специально для каждого комментария, может быть, отдельные даже появятся дополнительные блоки, которые я сегодня не проговорил. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Я очень рад тому, что канал работает и кому-то помогает. И мне приходит очень много личных и публичных сообщений, что ролики работают, люди смотрят, люди обучаются. Конечно, этот ролик не для коллег, не для профессионалов. Я не собираюсь учить коллег чему-либо. Тем более я не претендую на то, чтобы ролики превратились в методическое пособие с замкнутым, полным набором ответов и рекомендаций, но это обзорные ролики для лиц, которые интересуются этой конкретной категорией споров и хотят, например, контролировать своего защитника или хотят предварительно как-то разобраться в этой теме перед тем, как начинать заниматься уже конкретным спором. Большое вам спасибо за внимание. Жду вас на своем канале.